什秘境，看来竟是投奔了魂殿。 Сяо Янь смело защитил Альянс Янь от врагов из Зала Душ. 9-й Тяньцзун пал от его руки, а 4-й сбежал, столкнувшись с мощью Лотоса уничтожения. Ее техника поглощения крови действительно очень сильна. Говорится, что никто ниже уровня мнимого святого не мог ей противостоять. Без Сяо Яня империю Дзяма и Альянс ждало неминуемое истребление. Далее Сяо Янь займется приготовлением пилюли 8-го ранга для Сяо Сяо. К слову, в Дунхуа так и не стало понятно, кем же она является. Но она точно не воплощение семицветного питона, поскольку в серии они разделились. Недавно в ролике мы говорили о том, почему же Сяо Сяо молчит и не называет Сяо Яня папой. Решив все дела, братья Сяо Яня устроили небольшую церемонию бракосочетания. Официально Цайлинь и Сяо Янь стали мужем и женой. Так в оригинале. Посмотрим, как будет в серии. После приготовления целебной пилюли 8-го ранга Сяо Янь слегка устал. Однако пилюля первого начала очень подходила для Сяо Сяо, ведь телосложение Сяо Сяо уже довольно сильное, хотя Цайлинь все же, как мать, переживала за нее. Сяо Янь успокоил королеву Медузу. Пилюля первого начала может и считается 8-го ранга, но ее лекарственная сила очень нежная. Для Сяо Сяо она подходит сейчас лучше всего. По мере роста эта сила будет постоянно улучшать ее показатели, пока они не станут идеальными. Сяо Сяо обладала крайне благоприятными основами, поэтому Сяо Янь хотел лишь укрепить тот фундамент. Действительно, потенциал девочки был поразительным. Сила ее души была сильнее, чем у многих алхимиков. Цайлинь в ответ просто кивнула, а затем наблюдала, как Сяо Янь ласково положил в ротик маленькой Сяо Сяо целебную пилюлю. Она превратилась в сгусток света, который мелкими порциями проник в тело Сяо Сяо. Девочка чихнула, излучая свет. В следующий миг она закрыла глаза, как будто устала. В тот момент началась первая стадия впитывания лекарственной силы. Просто стоит подождать ее пробуждения. После этого пришло время покинуть империю Дзяма. Сяо Янь напоследок передал братьям свиток секретной техники, тройной метаморфозы пламени. Некогда она принадлежала клану Сяо, но давным-давно была потеряна. Данная техника была изобретена их предком, Сяо Сюанем. Он использовал особый метод, чтобы члены клана практиковали его и воплотили тату клана. Хотя нынешние члены клана больше не обладали родословной и не могли высвободить на полную мощь силы техники, но она все равно поможет им значительно увеличить силы. Для этого не обязательно требуется небесное пламя. Практику просто понадобится завладеть некоторыми звериными видами пламени. Сяо Ли принял свиток, понимая всю важность. Что ж, проблемы Альянса Янь решены, поэтому Сяо Янь возвращается на центральные равнины. Червоточина уже построена для соединения Альянса Янь и павильона падающей звезды. Сяо Янь сказал братьям, если будет время, навестить его в павильоне. А также хочу порекомендовать отличный телеграм-канал «Новости Дунхуа». Если вы, как и я, любите китайскую анимацию и хотите быть в курсе всех новинок, анонсов и закулисных новостей, то канал Новости Дунхуа это просто находка. Сейчас, кстати, у них идет розыгрыш Telegram Premium на 5 человек, так что можно не только узнать новое, но и выиграть полезный приз. Я сам подписался и часто узнаю там о премьерах раньше, чем где-либо еще. Буду рад, если вы тоже заглянете, ссылочка в описании. Итак, с Сяо Янем отправятся его товарищи, включая Сяо Исянь, Яо Тяньху и Цинлинь, а также сама королева Медуза с дочерью. Сяо Янь очень хотел представить их учителю Яо Лао, а также Сяо Янь прекрасно понимал, что маленькая Сяо Сяо нуждается в обучении, и лучшего наставника, чем Яо Лао, невозможно представить. Цайлинь, держа в объятиях малышку Сяо Сяо, вошла прямо за ним. Другие также последовали в этот переход. Оказавшись в павильоне падающей звезды, они вызвали немалую шумиху. Но особенно впечатляет встреча Яо Лао с дочерью Сяо Яня Сяо Сяо. «Она твоя дочь?» Яо Лао смотрел на маленькую девчонку в белом платьишке. Она обнимала Сяо Яня за ногу и большими черными глазами смотрела на старика. На лице Яо Лао застыло удивленное выражение. Сяо Янь кивнул в ответ. Он понимал, что Яо Лао был захвачен залом душ, пока протекала беременность Цайлинь, поэтому-то он и не ведал о возникшей ситуации. Сяо Янь вкратце все ему рассказал. «Ха, неожиданно.
Даже при обычном темпераменте Яо Лао он покачал головой, выслушав его рассказ. Пройдя взглядом по Цайлинь, он произнес: «В прошлом она по-настоящему ненавидела тебя. Если бы не я, боюсь, она бы давно тебя прикончила». Цайлинь тут же покраснела. В прошлом она несколько раз дралась с Яо Лао, но не ожидала, что он окажется настолько могущественным, хотя тогда с трудом мог с ней справиться. «Сяо-Сяо, быстрее поприветствуй великого учителя». Нежным тоном обратилась Цайлинь к Сяо-Сяо, погладив ее по голове. Услышав ее, малышка моргнула глазами. Яо Лао подошел к ней и ласково коснулся щечек девочки ладонями. Затем он погладил ее по голове и радостно произнес: «Какая могущественная духовная сила! Она испытывает родство с элементом огня, с примесями элемента дерева. С уверенностью скажу, что она сумеет стать великим алхимиком». Сяо Янь улыбнулся, услышав слова Яо Лао. Он уже ощущал способности Сяо-Сяо к алхимии. Ее нынешние способности ненамного превышали его собственные, но если ее должным образом вырастить, то о потенциале даже и говорить не стоит. Далее, как показано в трейлере, Сяо Янь с учителем Яо Лао направляются на пространственную ярмарку. В ней участие принимают лишь известные эксперты и фракции, а за дисциплину отвечали 3 фракции, имена которых не были особо известны центральным равнинам. Фракции назывались Врата Недр Земли, Фракция Таинственного Пространства и Гора Отражающих Сокровищ. Хотя на континенте Доуци есть поговорка «Один зал, одна башня, 2 фракции, 3 долины, 4 павильона», она не отражала истинной ситуации сил. Множество тайных фракций были куда сильнее 4 павильонов или даже 3 долин, обладая экспертами на пике почтенного воина, мнимого святого или даже святого. Да, очищающее пламя лотоса было слишком привлекательно. На ярмарке будет представлен 4-й фрагмент карты. Вот почему любому придется выложить кругленькую сумму. Примерно 2 недели до ярмарки Сяо Янь и Яо Лао готовили пилюли. Молнии постоянно гремели в небе над павильоном падающей звезды. И это будет ценой или платой за любое сокровище. Говорится, что даже техники доуци класса Тянь не особо редко встречались на ярмарке. Итак, Сяо Янь вместе с учителем в сопровождении Цайлинь и Сяо Исянь отправились в путь. Располагалась сама ярмарка на пустыне южной части центральных равнин. Приблизившись, Сяо Янь сразу ощутил, что большинство практиков обладали силами почтенных воинов 8 или 9 звезд. В пространственном городе просто на прилавках продавались такие вещи, которые считались бы сокровищ, пилюли 7-го ранга, методы класса D и прочие. Среди этого Цайлинь заметила семицветный обломок происхождения, который оказался еще более сильным. Он обладал уникальной связью с семицветными питонами, поглощающими небеса. Подобный камень появляется в месте гибели семицветного питона. Обломок происхождения впитывает его кровь, чтобы высвободить особую энергию. Данная энергия служит питанием для семицветного питона. Неудивительно, что Цайлинь обратила на него внимание. Сяо Янь отдал за него 2 пилюли 8-го ранга, но оно стоило того, поскольку этот обломок происхождения будет играть важнейшую роль в будущем для королевы Медузы. Сама ярмарка проходила в большом древнем зале, размером с половину стадиона. Интересно, что почти все люди перед входом надевали бамбуковые шляпы, скрывающие личность и ауру. Они мешают посторонним производить проверку ауры ее владельца. Но Яо Лао узнал несколько своих знакомых. Вел ярмарку Бао Шань, глава горы отражающих сокровищ. Он был на уровне почтенного воина 9 звезд 9-го этапа, в шаге от мнимого святого. Первым лотом были костяные крылья небесного феникса. Сяо Янь был изумлен. Он знал, что племя небесных фениксов колоссально ценят трупы своих соплеменников. Они преследовали до самой смерти любого, кто посмел завладеть трупом. Сяо Янь не ожидал, что подобная вещь окажется первым лотом аукциона. А следующим был бледно-золотой свиток, стеклянное тело гиганта, техника доуци низшего класса Тянь. Хорошенько запомните эту технику, ведь в будущем Сяо Янь ее использует. 1000 лет назад ее создал святой Люли. Если практик достигнет в ней мастерства, то его тело станет неразрушимым как металл. Его кулак сможет разрушить небеса, а ногой расколоть землю. Данный могучий навык совмещает в себе как защиту, так и атаку. Последующие предметы ошеломляли все сильнее, от техник доуци до методов ци, от целебных пилюль до редчайших природных сокровищ, от оружия до алхимических котлов. Каждый из предметов мог вызвать хаос во внешнем мире, но здесь он не вызывал подобной реакции.
Хотя продаваемые предметы и были редки, Сяо Янь не совершал ставок. Он не делал ставок ни на что, кроме ядовитой книги, ядовитый том небесного покоя. Он потратил 2 целебные пилюли 8-го ранга, призвавших молнию пилюли 5 цветов, чтобы купить эту книгу для Сяо Сянь. Наконец подошла очередь того самого фрагмента карты, что связан с легендарным пламенем очищения. 3-е пламя в рейтинге. Даже личности уровня Яолао никогда лично не видели его. Каждый присутствующий человек ясно себе представлял мощь первой тройки небесного пламени. Как Сяо Янь его заполучит и что же произойдет на ярмарке? Это очень интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.